Немецкого коллеги Яна Юрковейта, который представляет компанию Storch+Beller. И доклад будет посвящен использованию технологии CAD при ортезировании сколиоза. Ну, собственно, а после этого уже будет перевод. Thank you. So, hello everybody, good afternoon. Всем добрый день. First of all, I have to excuse myself because I have to help my presentation in English, so I'm the only guy in English today, I guess. Прежде всего хочу извиниться за то, что моя презентация будет не на русском, а на английском языке. Наверное, сегодня единственный англоговорящий спикер. Maybe we can do it in 3 years and I will have it in Russian maybe. Может быть, через какое-то время я уже смогу на русском сделать презентацию. So very be here. Thank you for inviting me. It's an honor to speak here in the beautiful city of St. Petersburg. And today I want to tell you about how we do the braces back in my company. Прежде всего хочу поблагодарить организаторов за приглашение. Мне очень приятно быть сегодня здесь, на этой конференции в прекрасном городе Петербурге. И хочу рассказать вам, сказать несколько слов о том, как мы используем ортезирование в нашей компании. Approximately 10 years ago, we started to work with CAD-CAM-based manufacturing, so we went away from the traditional way to the new digital way. Примерно 10 лет назад мы перешли на новые цифровые методики CAD-CAM. But first thing first, who I am first, let me introduce myself. So I'm a CPO, certified prosthetist and orthotist in Germany. And I'm official representative of the company Storch+Beller, and I have approximately 18 years of experience in the field of scoliosis treatment, and we are based in the beautiful city of Freiburg, Southwest. Прежде всего, наверное, нужно представиться. Я являюсь лицензированным специалистом и официальным представителем компании Storch+Beller. Имею опыт работы 18 лет в области лечения сколиоза. Наша компания располагается вот в этом красивом городе Фрейбург. So why do we treat patients with scoliosis with braces? Of course, we know it works. This is a very simple answer. Почему мы лечим пациентов со сколиозом с помощью вот таких ортезов? Потому что это работает, ответ очень прост. But not only from our daily work, we also know it from scientific approaches. We have seen many slides regarding the scientific-based scoliosis treatment. Но знаем мы это не только по опыту, а также на основании научных работ. Вы уже видели сегодня достаточно много слайдов, посвященных научным исследованиям в области лечения сколиоза. So we know that bracing works for scoliosis treatment, and we know the more the brace is worn during the day, the better it is. И, соответственно, мы уже знаем, все эти результаты научных исследований дают нам полную уверенность в том, что ортезы работают, и мы знаем, как сделать их работу более эффективной. So there are a few indicators to start the brace treatment. First, a few of them are still growth potential, so the patient has still potential to grow. Существуют определенные показания для того, чтобы использовать ортезы. Прежде всего, это потенциал роста, то есть пациент должен еще иметь возможность вырасти. The body mass index is also very important. Также очень важен такой показатель, как индекс массы тела. If possible, enough flexibility is required. Если такое возможно, то, конечно, гибкость. Therapy motivation, or as it called it today, compliance. Также мотивация к принятию лечения, или, как мы сегодня ее называем, соответствие или compliance. And for sure the Cobb angle. И, конечно, такой показатель, как угол Коба. But as usual, usually things don't work like that. So we got obese people, we got high Cobb angles, low motivation. Но не всегда все так радужно, не все показатели всегда соответствуют. У нас часто бывают люди с избыточным весом, низкой мотивацией, неправильным углом. The basis for the scoliosis treatment with braces should be 5 general points, which I want to show you now.
И вот эти 5 основных моментов, на которых должно основываться лечение с помощью ортеза. So in general, it should be lead to a structural alignment of the trunk to the pelvis. Прежде всего, нужно нацеливаться на структурное выравнивание туловища относительно таза. The remodeling of the trunk, of the surface. А также ремоделирование, изменение структуры поясницы, поверхности. We deal usually with girls, so they want to be pretty, so this is more really important topic for the young girls. В основном мы работаем с девушками, они, конечно, стремятся к красоте, так что для них то, как это будет выглядеть внешне, очень важно. We need for sure a correction in the frontal plane, which we check by X-ray. Также нам нужно откорректировать фронтальную плоскость, это мы проверяем с помощью рентгена. We want to derotate the rib and the waist hump. Также нам нужно определенные части позвоночника развернуть. And for sure we want to lead to support the physiological sagittal alignment proper. А также нам нужно обеспечить поддержку физиологического сагитального выравнивания. So how to do it? Now, in general, there are different ways to work with CAD-CAM-based programs. In general, there are 2 options. I will show you the options which I prefer for several reasons. Есть несколько вариантов работы с технологией CAD-CAM, цифрового воплощения. Я покажу вам те, которые обычно использую я. Мне не нравятся по определенным причинам. So if we do a scan first of the patient, we have all the possibilities in the program to modify like we do it before in all workshops. Если у нас есть возможность сделать скан в начале пациента, то у нас может получиться смоделировать то, как будет выглядеть наша конструкция в дальнейшем, как это было показано на семинарах. We found out there are some disadvantages if we do it step by step. Есть несколько недостатков. So there's no uniform workflow. Нет единообразного рабочего потока. Characters, angles and shapes will vary a lot from day to day. И каждый день у нас будут наблюдаться вариации углов и форм. And there's a bigger risk of errors or mistakes. И большой риск ошибок. And at least no learning curve. So every time we prepare a mold, it's from the beginning a new situation. И, соответственно, у нас не накапливается опыт. То есть каждый раз мы разрабатываем такую индивидуальную модель заново. One of the most important things if we build up a brace. И если мы создаем такой ортез, одним из наиболее важных моментов является следующий. The ratio of all the correction planes, correction areas. Баланс, корреляция между всеми корректируемыми областями. Those have to be balanced in every plane, in frontal plane as well in the sagittal plane. Все должно быть отбалансировано во всех плоскостях, и переднее, и сагитальное. So if we have a look on the trunk from above, from the transversal plane. Так что если мы посмотрим на туловище сверху, we have here the patient's trunk, which is gray. Вот серым у нас будет обозначаться туловище. And we have the optimized shape of the brace, the green line. И зеленая линия показывает оптимальную форму ортеза. This is a shape which is the result of many hundreds and thousands of braces. Эта форма является результатом многих десятков тысяч изготовленных ортезов. And I want to see those shape in every brace, which I do in this situation. Так что я стремлюсь каждый раз получить такую форму ортеза. So that I will just stay with the same angles every time. Каждый раз проверяю, чтобы углы были одними и теми же. So as we know, this is quite difficult to apply it to different sizes, different situations. Конечно, это нелегко добиться одних и тех же параметров для пациентов с разными размерами туловища, с разными обстоятельствами. So we came up with some kind of library. So we have pre-molded molds. Так что у нас есть своего рода библиотека, такие вот заранее подготовленные модели.
And the idea is we have the same pathology and we want to create the same brace, the same function. Так что мы можем провести параллель между патологией и определенной конструкцией ортеза и использовать ее в будущем. Before I show you how we apply it to the patient, I just want to tell you some advantages and disadvantages. Прежде чем я покажу, как это работает на пациентах, хотела бы сказать несколько слов о преимуществах и недостатках. So we have consistent, useful shapes. У нас есть последовательность определенная удобных в использовании форм. We can improve every brace step by step, every time. Каждый раз мы можем шаг за шагом совершенствовать каждый ортез. So we can diminish brace disadvantages, which should lead to a better wearing time or compliance. Мы можем с течением времени нивелировать недостатки, и это ведет к повышению такого параметра, как compliance, соответствие. And we can build smaller braces and maybe more effective braces. И также мы можем уменьшать размер ортезов и делать их, возможно, более эффективными. Disadvantages are the template has to be adjusted to the patient's measurement, very accurate. В чем недостатки использования таких форм заранее подготовленных моделей? Их достаточно сложно адаптировать к конкретным параметрам пациента. Sometimes we need different sizes to readjust. Иногда нам нужно менять размеры, каким-то образом подгонять модель. And anatomical differences between male and female has to be addressed. И также нужно учитывать разницу в телосложении и строении тела мужчин и женщин. Because we know pelvic area, especially for women and men, are different. Особенно в области таза существенные изменения в строении тела мужчин и женщин. So we can easily produce different sizes, but the same function in all the areas in the same correlation to each other. Так что мы можем производить одни и те же модели разных размеров, но тем не менее корреляция, соотношение разных частей будет одинаковой. So how we start? Usually we start with documentation as usual, as we do. We do photos from different planes and also with an Adams test. Итак, каким образом мы начинаем? Конечно, мы начинаем с документирования ситуации, делаем фотографии с различных плоскостей, делаем тест Адамса. We have our measure sheet where we apply the measures. There are circular measures. Также у нас есть таблица, в которую мы заносим все результаты измерений. Anterior, posterior and medial lateral measures as well. Со всех плоскостей. And all those measures will be also found later on our template, which you can see on the right side. И затем справа вы видите нашу модель, на которую мы накладываем все эти размеры. So now how can we organize some kind of library or modes? Итак, каким образом нам организовать эту библиотеку или вот этот вот наш набор моделей? Because we see so many different X-rays and so many different clinical appearances with scoliosis patients. Действительно, вариативность пациентов со сколиозом очень высока. У нас очень много разнообразных результатов рентгеновских снимков. All the speeches before me told about different classifications. Соответственно, все эти характеристики должны укладываться в какие-то классификации. The most common one was the King classification and Lenke, and today we work with Rigo. Мы используем наиболее популярную классификацию King, также Ленки и Рига. And we had a very important paper from 2010 published by Dr. Rigo, you can see him here, which perfectly guides through the bracing. В 2010 году была опубликована статья доктора Рига, которую вы видите на фотографии, где очень хорошо описана процедура накладывания ортеза. This is a very systematical approach to build braces. Это очень системный подход к созданию ортеза. He prescribes in every case how the scoliosis looks from the clinical standpoints. Каждый раз автор описывает, как с точки зрения клинических проявлений выглядит сколиоз. The radiological standpoint, the structural standpoint, and также с радиологической, структурной точки зрения. And he gives a clear recommendation how to design the brace. И затем дает очень четкие рекомендации по разработке правильного ортеза.
So we notice our picture, it's from Šrot, the Šrot body blocks. Вот видите, здесь изображен сколиоз по модели Шрот. Which was mostly used in physiotherapy. Достаточно часто используют в физиотерапии. So we have the 3-curve pattern. Так что у нас есть такая модель 3 кривых. Here we see a girl with a typically 3 box. Вот видите, изображение девушки, эти 3 прямоугольника показывают искривление. Okay, 4-curve pattern, 4 blocks, usually 4 блока, 4-осная кривая. usually thoracic right curved. Обычно в грудной области вправо у нас смещено. So, and if we have a patient, a scoliosis patient, we have usually 3 typical appearances. Соответственно, у нас пациенты со сколиозом обычно имеют 3 варианта внешнего вида. We have the 3-curve pattern with decompensation to the right. У нас есть вот такая кривая с декомпенсацией вправо. We have the 4-curve pattern decompensated to the left. 3, соответственно, 3 кривых, далее 4 кривых с декомпенсацией влево. And we have a centered situation, which is also known as non-3, non-4. И также есть какая-то промежуточная ситуация, где ни 3, ни 4. Very important is also the sagittal alignment. This is a different topic. I want to don't cover this too much today because it's a big thing, but we also have to consider this. Также нам нужно учитывать такой момент, как сагитальное выравнивание. Это очень важный момент, о нем можно долго говорить, но я сегодня этого не буду касаться, потому что не так много времени. So this is a map how we apply it now. Вот каким образом мы используем эту технологию. So if we have a 4-curve pattern on the left, Если у нас модель 4 кривых с декомпенсацией влево, so we use the design for B1 and B2. мы используем функцию для B1 и B2. If we have a centered situation, we use a non-3, non-4, like you can see in the middle. Если у нас ситуация с центральной кривой, мы используем не 3, не 4, как мы видим по картинке середины. And if they're compensated to the right, we use an A-curve pattern. И, соответственно, конструкция A, если у нас компенсация вправо. Sometimes it's doubtful because Dr. Rigo tells it's very important to see X-rays and patient in her clinical appearance as well. Не все так прозрачно. Доктор Лига говорит, что все зависит от того, как выглядит конкретный пациент и от результатов рентгеновского снимка. And if it's not clear, you should always choose the non-3, non-4, the center variation. Если у вас ситуация не четко определенная, то вы всегда можете выбрать центральный вариант, не 3, не 4. If we don't have any thoracic curve, we can go with the short brace. Если у нас нет искривления в грудной области, мы всегда можем использовать короткий ортез. And that's the brace, how they look in our design in the CAD system. Вот как выглядят эти ортезы, наша конструкция в системе CAD. And patients with them on. So you see И пациенты с ортезами. first the 3-curve pattern, Первая 3 кривых. the thoracolumbar pattern second down, И вторая снизу, грудное искривление. 4-curve pattern in the middle, 4 кривых в середине. lumbar short braced down, Короткий ортез справа внизу. and the non-3, non-4 right corner. И справа наверху, не 3, не 4. So again, some examples. Girl with a strong 70-degree A2 pattern, the Rigo design. И вот здесь вы видите достаточно ярко выраженное искривление у девушки по модели А2. Конструкция ортеза доктора Рига. You can clearly see that the pelvic is now under the body again. Здесь вы видите, что с помощью ортеза мы таз подгоняем на одну линию с туловищем. Here the blocks, Блоки. the brace design.
So this was the result. Это результат. Again, a short brace. Короткий ортез. Also the design, the recommendation, Конструкция, рекомендации. the ready-made brace on the right. И справа результат. Brace design, and sometimes we can even achieve a strong overcorrections. Иногда даже достаточно сильные сверхкоррекции можно добиться. The most challenging pattern is usually 4-curve pattern. Обычно 4 кривых это самая сложная модель. You can choose here between two variations, open pelvic and closed pelvic. Здесь можно выбрать два варианта, тазовый или околотазовый. Brace design, Конструкция. the result in brace after 3 weeks of wearing time. И результат после 3 недель ношения. So the more take-home message maybe for you. Итак, что, собственно, я хотел до вас донести. CAD-based braces can lead to equal or even higher results. Вы видите, что такие варианты ортезов, которые мы используем, могут давать нам такие же и даже более впечатляющие результаты, чем традиционные. If we see the conventional techniques, Если мы сравним их с традиционными техниками, we are much faster, наши гораздо быстрее, more efficient, более эффективные and less bothering for patients. и доставляют меньше неудобств пациентам. And if you use a library of templates, it will lead to faster and steady good results. И также очень удобно работать с библиотекой моделей, образцов, что позволяет нам существенно ускорить нашу работу и сделать результаты лечения более единообразными. One part I want to also cover is again the sagittal alignment, which is very important, and a lot of braces are not built that way. Как я уже говорил, сагитальное выравнивание очень важный момент. Хотелось бы вновь к нему вернуться. Традиционные ортезы далеко не все его учитывают. So we know 86% of all the patients with scoliosis do have a problem regarding flat back. Мы знаем, что 86% всех пациентов со сколиозом имеют такую проблему, как плоская спина. So though in the left corner is an old picture which I made many years ago, we can see. И вот слева вы видите картинку, я сделала фотографию много лет назад. The plaster impressions, and they are all really flat from the side. Видите, вот эти гипсовые ортезы, они действительно очень плоские. So usually that's the reason why braces shouldn't be built that way. Именно поэтому и нельзя таким способом изготавливать ортезы. So this is more physiological alignment. Так что вот такое выравнивание гораздо более физиологично. Regular kyphosis, regular lordosis. Нормальный кифоз и лордоз. Спасибо большое.